Всем привет! Я заметила, что в последнее время очень популярны всякие строительные челленджи на тему симсов, всякие там построй комнату в таком-то стиле, построй комнату в таком-то стиле. В общем, как-то мне это все было непонятно и, в общем, никак не могла это к себе применить. Но я тут решила устроить свой собственный челлендж, который я сама себе задала. А натолкнула на меня на этот челлендж моя последняя постройка, потому что, в общем, что скрывать, я очень люблю зеленый цвет, и, в общем, это очень сильно заметно в моих постройках. Я очень часто в него скатываюсь, очень часто какие-то детали. Последний домик вообще был весь зеленый. И, с одной стороны, мне кажется, это как-то несправедливо, неправильно. Но почему? Есть же так много цветов, почему я постоянно скатываюсь именно в зеленый? Как бы я знаю, просто потому что я его сильно-сильно люблю, очень много лет уже. Но, с одной стороны, я понимаю, что зачем, потому что надо быть разнообразной. С другой стороны, я понимаю, что я вообще никому ничего не должна. Но тут я подумала о том, что, в общем, нужно построить дом в таких цветах, которые я вообще обычно не использую. И вот как раз-таки для меня это синий и красный. Не знаю, почему-то красный для меня всегда кажется немного такой агрессивный, и с ним слишком много разных ассоциаций. Вот как-то с красным пожарный или что-то вот такое именно агрессивное, такое сексуальное, еще что-то. А синий, как по мне, он скучный, хотя я прекрасно понимаю, что синий, он абсолютно не скучный, он интересный, потому что голубое небо, оно всегда очень разнообразное и так далее, при том, что я живопишу, и любой цвет он может быть очень красивым и может быть очень скучным, я это все прекрасно понимаю, но так или иначе, в общем, всегда у меня рука тянется к какому-то определенному цвету, и не тянется к какому-то определенному цвету тоже. Вот я решила сама себе задать такую сложную задачу и построить дом, используя только этих два цвета. Но, кстати, когда я строила, я вначале добавила себе еще белый, я подумала, что должен быть какой-то связующий цвет. И, в принципе, пока я строила, я подключала периодически какие-то другие цвета, потому что не всегда было определенного цвета что-то. Я так вплетала немножко, но в большинстве случаев все-таки у меня все сине-красное, но за счет того, что этих два цвета, они так тяжело сочетаются друг с другом, сложное такое на самом деле сочетание, у меня получилось так, что в основном у меня, конечно, такие одноцветные комнаты, то есть комната в каком-то определенном цвете, а не сочетание цветов, потому что если бы я, например, взяла красный и зеленый, то здесь было бы гораздо больше вариаций, потому что красный и зеленый на самом деле достаточно хорошо и красиво сочетаются, мне нравится это сочетание. А вот красный и синий, и они в целом могут сочетаться, но это нужно прям четко подбирать определенные оттенки, а я и так тут ограничена, я сама себя ограничила, то еще какие-то оттенки подбирать, это было бы совсем уж тяжело, поэтому я вот так ограничилась тем, что основное помещение, коридор я сделала просто светлым, таким серо-бежевым, можно так сказать. Но потом добавила все-таки голубых элементов. Плюс я сначала сделала везде светлый пол, потом я это все переделаю, потому что, в общем, мне не понравилось. Я немножко разбавила все это дело. Но плюс я сначала думала, что, в общем, я что-то тянулась у меня рука больше к голубому. Не люблю я красный, поэтому я так себя заставляла прям делать красные комнаты, делать какие-то красные обои. И получается, это такой классический дом, очень простой, достаточно просторный. Он для такой большой полноценной семьи, как мне кажется. То есть тут есть мама, папа, есть два младших ребенка, тоддлера, и есть комната для такого более старшего ребенка, скорее всего, подростка. То есть это уже такая отдельная полноценная комната, достаточно большая. Плюс в этой квартире целых 3 ванны. Мне кажется, это очень важно для большой семьи. То есть одна ванная на первом этаже и 2 ванны на втором этаже, которые могут все использовать. Плюс я потом добавила еще каминную трубу.
И все-таки я сделала полноценная как отдельная труба, и не стала туда включать никакие шкафы и еще что-то. Вот, поэтому я постаралась ограничить себя в этом деле, потому что я, в принципе, стараюсь не забывать делать каминную трубу. Ну, мне кажется, это всегда какой-то больше реализма добавляет в игру, но очень часто ее, в общем, потом игнорирую, что-то оставляю. Вот, поэтому как-то, в общем, получается очень не очень. Я почему-то, в общем, начала со столовой, и вот в столовой я пыталась соединить эти два цвета, они такие насыщенные, я взяла этот нарядный стол, это, по-моему, как раз-таки с набора, который посвящен праздникам, по-моему, выходным праздникам, что-то такое. И тут как-то я еще так, более-менее что-то получилось, так себе, если честно. То есть весь дом, вся обстановка, она такая, меня немножко коробило, что я поняла, что это не мои любимые цвета, и как-то они так не очень сочетаются. Но я как бы себе поставила задачу, что я все-таки это сделаю. Поэтому я все-таки упорно шла к этому делу. Плюс я сделала такую типа постирочную. Я изначально думала, что она будет изолированная, но потом так получилось, что я перекрыла весь проход, и поэтому я сделала ее, по сути, в проходе, и для пущей красоты я ее прикрыла как бы. Это вроде как коридор, а тут у тебя стиралка. В общем, мне кажется, это не очень красиво, поэтому я перекрыла и поставила там стеклянную дверь. Вроде как она есть, вроде как ее нет. На самом деле, я не знаю, как это функционирует. Мне даже интересно сюда поселить какую-нибудь семью и проверить вообще, как они тут будут жить. Потому что, мне кажется, в итоге получилось достаточно такой комфортный дом. Конечно, я бы все по-другому сделала, но в целом, учитывая мои ограничения, мне кажется, получилось очень даже неплохо. Кухня получилась достаточно большая. Я, как обычно, знаете, когда строишь эти комнаты, когда тянешь квадрат, когда создаешь стены, ты тянешь, тебе кажется, что все мало, ты все больше, и потом у тебя оказываются такие огромные комнаты, которые ты, в общем, не знаешь, что с ними делать. Вот, и то же самое получилось вот как раз-таки с кухней, потому что столовая как раз-таки у меня получилась сильно большая, я ее разделила и решила сделать, часть кабинет, часть столовой. Хотя вот когда я начала обставлять эту столовую, я поняла, что в принципе можно было не делить, но я уже решила, ладно, я хочу сделать кабинет рабочий, возможно, там папа или мама работает из дома, и как бы им удобно, чтобы был кабинет в доме. Вот. И, конечно, кухня была в голубых цветах, что-то я так подумала, можно было бы, конечно, и в красный сделать, но голубого все равно здесь больше, он немножко поспокойнее, и плюс вот эта, кстати, переходная комната, она тоже немножко странная такая получилась. Я хотела сделать из нее библиотеку, но книжных шкафов синих не так много оказалось, поэтому она такая с телеком, чуть-чуть книжек, чуть-чуть кресла-качалки есть, в общем, какое-то такое странное пространство для отдыха. А вот это большая зал большой, в общем, там и телек, там и елка, там и камин, в общем, всего много, бесконечное количество стульев, диванов, кресел, всего-всего. В общем, здесь какое-то запредельное количество диванов и всяких сидушек. За счет того, что семья большая, и это какое-то такое пространство для того, чтобы все отдыхали и сидели, кто наслаждался камином, кто наслаждался телеком, кто наслаждался бы елочкой. Мне кажется, нормально. В общем, немножко странная комната получилась, но в этом что-то есть. Самый неудачный, как по мне, это кабинет. Он получился какой-то просто странный, я не знаю почему. С этими книжными шкафами, ярко-голубыми, и потом мне хотелось какой-то шкафчик поставить, но не было ничего ни синего, ни красного, и в синем тоже как-то за счет того, что вот я не брала дерево никакое, я немножко пожалела об этом, но потом подумала, нет, мне надо выдержать это дело. В общем, при отсутствии дерева, не знаю, мне он какого-то
получился не очень, как по мне. Так нормально, но оно такое все разномастное из-за того, что вот ты ограничен этим цветом, и как бы у тебя ограничен из-за этого выбор, и стилистически немного прыгают все предметы, потому что они, какие-то странные получаются, не сочетающиеся друг с другом. В общем, как-то это все привело к общему знаменателю, но мне не очень, я не в восторге. В коридоре я себе дала немножко вольности, я дала себе выбрать вот эту тумбочку из обычного, как раз таки деревянного цвета. В общем, как-то я так, немножко расслабилась в этом деле, я согласна. В общем, потому что я уже поняла, что я немного начинаю сходить с ума от этих цветов, от этих ограничений, потому что, казалось бы, столько предметов, столько всего, из чего можно выбрать, но, в общем, тыкаешься твоих любимых предметов, все равно каждый из нас выбирает определенное количество набора предметов, любимый у каждого есть шкафчик, полочка, и этого всего нет, и нужно с чем-то заменять, в общем, немножко устаешь от этого дела. Но зато я увидела много разных расцветок, которые раньше, как мне казалось, оказывается, не замечала. Потому что, как-то не прокручивала, видимо, из-за того, что там, мне не нравился там цвет, еще что-то. И вот эта кровать, это просто бомба, честно. Я не видела ее раньше, и она мне так понравилась. Это такая сочная, вкусненькая, такая красивенькая расцветочка. Я просто в полном восторге. Не знаю, я прям, наверное, буду ее использовать. В общем, мне очень понравилось. Она еще хорошо сочетается с этими стульями, которые из Tiny Living, и со шкафчиком этим. В общем, как-то... Вот спальня мне очень понравилась. Мне как-то прям зашло вот это, при том, что она красная, но мне очень понравилось, как это все сочетается друг с другом. И вообще вот эти предметы, которые я никогда не использовала, как оказалось. В общем, я получила удовольствие. И, кстати, тут есть два балкончика. Один, который совсем декоративный, другой используется. Который используется, я там разместила эти стульчики. И вот этот столик, который я нашла, тоже была в полном восторге. Что-то я раньше такого не видела, не делала и не знала. В ванной, которая для общего пользования, я там еще сделала фишечку с раковинами. Они, кстати, рабочие. Вот это точно я проверила рабочие, когда в тумбу ты вставляешь раковину, которая выше, и получается такая модненькая раковина, которая не отдельно стоящая, а которая такая сверху получается, не знаю. В общем, вряд ли в жизни это сейчас очень модно, хотя не очень практично, но вот я сделала такую вещь, я у кого-то подсмотрела. Очень прикольно выглядит и немного разнообразие делает такое в нашей жизни, в симовской постройке. Оно делает нам разнообразие. И второй вариант с полочкой, с увеличением полочки тоже. Это я тоже у кого-то подсмотрела, кто-то это показывал, и это тоже очень прикольно. С одной стороны, кстати, в тумбочке мне понравилось больше, как выглядит, потому что когда полочка отдельная, я не стала перекрывать, то есть там был у кого я смотрела, вариант, где перекрывали, мне очень понравилось, но вот я заполнила там всякое, там мусорку поставила, еще что-то, плетеную корзинку, когда заполнилось, немножко получше. Мне больше так нравится, чем пустое пространство. Но так идея очень хороша. Я вот первый раз в своих постройках, которые вам показала, собственно говоря, и, не знаю, надеюсь, вам понравится, и вы тоже подчеркните идею, вам тоже понравится. Так вот это, перед этим была спальня тоддлеров, маленьких девочек, здесь у нас спальня для подростка. Не знаю, мальчик, девочка, это уже как... Мне кажется, в этом нет какого-то сильного различия. Наверное, девочка, потому что я еще напихала эти картинок с кошечками-совочками. Нравятся они мне. Мне вообще нравятся вот эти варианты, когда много картинок, как-то разного размера в одной стилистике. В Симсах, когда они появились, я была в полном восторге. Они создают такой особый уют, мне кажется. Мне и в жизни они так очень нравятся, такие вот разномастные в одном стиле. И в Симсах они, конечно, очень симпатично смотрятся. И второй коридор, который я, собственно говоря, обставляла, здесь уже больше голубого. Кстати, опять-таки, за счет вот этой расцветки я увидела, что есть вот этот столик, такой немножко потертый, голубоватый. Мне он очень понравился. Я прям была в восторге, что я его случайно нашла, распробовала, и теперь я думаю, что я им буду пользоваться. Я тут в этом моменте, кстати, я уже подустала, потому что большой дом получился. Я что-то
никто не ожидал, что я такой гигантский дом построю. Но он реально очень большой получился, и я уже подустала, когда второй коридор такой большой обставляла. На самом деле я забыла о том, что у меня еще и на улице есть чуть-чуть там местечко, которое я там сделала, типа летнюю веранду. Я про него забыла, потом уже вовремя вспомнила, включилась и даже записала этот момент. Но я очень просто обставила, то есть я поставила там сидушечку, где можно посидеть, и столик, и типа сделала садовую зону такую большую. И все, по-моему, еще зеленушку какую-то поставила, и как бы на этом закончила, потому что силы мои тоже закончились. Ну и, в принципе, я заметила, что вот эти порчи в Америке их не особо как-то заставляют, то есть их оставляют такого пространства. Максимум вот столик со стульчиками так ставят, и как бы на этом все. Вот, поэтому я последовала американской традиции, можно так сказать, и на этом закончила всю свою постройку. Все, мои хорошие, приятного просмотра. Осталось совсем чуть-чуть еще досмотреть. Я надеюсь, вам понравилось. Я не уверена, что я на 100% справилась, но я старалась. И открыла много чего нового, интересного для себя. Все, до следующих видео. Пока-пока.